Поцелуй вялый, слишком страстно, но без поцелуя. Они вообще не целовались, зря смотрела. Вот такие комментарии я частенько вижу на международных форумах по обсуждению китайских дорам. И если вы тоже хоть раз ловили себя на мысли, что это было, когда романтическая кульминация в любимой китайской дораме заканчивалась ничем, то вы не одиноки. Поэтому сегодня погрузимся в очень пикантную тему, которая волнует сердца миллионов поклонников китайских сериалов. Почему же в китайских дорамах поцелуи такие скромные? Мы видим, как герои вот-вот сольются в страстном порыве, но вместо этого отвод взгляда, нежное касание губ на долю секунды, рука, прикрывающая лицо, или вообще резкое затемнение экрана. Это не случайность, ведь государственная цензура Китая играет огромную роль. Она устанавливает жесткие рамки для демонстрации интимности. Но дело не только в слишком страстно нельзя. За кулисами скрывается целый комплекс причин. Личные убеждения актеров, культурные традиции и строгие требования агентств, и даже уникальная фанатская культура. И сегодня я расскажу про самых обсуждаемых актеров на международных форумах, которые не целуются как надо зрителю. Начнем с жанра романс. Цензура особенно сильно давит на ЛГБТ-тематику, и поскольку явное изображение однополых отношений, включая романтические поцелуи, невозможны, расцвел жанр романс. Чаще всего это история очень близкой дружбы, за которой фанаты, конечно же, видят гораздо больше. И до сих пор одной из самых обсуждаемых дорам остается неукротимый Сван Иба. Адаптированная дорама из популярного BL-романа, в которой были вынуждены превратить явные романтические отношения в глубокий романс. Ведь политика в Китае прямо заставляет никаких телесериалов с темами BL и предписывает, что все мужчины должны быть мужественными и брутальными. Это создает среду, где даже подразумеваемая интимность обрабатывается с предельной точностью. И последствия нарушения этих правил довольно-таки суровы. От крупных штрафов до полного снятия дорамы с эфира и даже черного списка для актеров и режиссеров. Поэтому каждый, кто работает в китайской индустрии, очень хорошо понимает эти границы. Но несмотря на то, что в самой дораме все же не было поцелуев, зрители все же отмечали прекрасную игру актеров и их химию. И из большинства комментариев, которые я прочла, вывод таков, что когда явные проявления близости отсутствуют, зрители, особенно сильно вовлеченные фанаты, становятся искусными в поиске и усилении тонких намеков, невысказанных эмоций и подразумеваемой интимности. Не нужно ничего говорить словами, все знают, что это чистейшая любовь. Ну а остальное – дело фантазии каждого человека. Следующий актер Джан Джи Хань со своей самой обсуждаемой дорамой «Далекие странники», которая стала настоящим хитом благодаря невероятному романсу между главными героями. Несмотря на то, что полноценные поцелуи практически отсутствовали, многие зрители оказались в замешательстве, ведь это история о любви, но почему нет поцелуев? Но все же нашлись и отзывы в стиле «Дорама прекрасна и без поцелуев». Чувства передали другими способами, взглядами, жестами, мимикой, а химия между актерами была невероятной. Читая обсуждения к этой дораме, создается впечатление, что большинство зрителей все же отнеслись с пониманием, в каких условиях снималась дорама. И несмотря на то, что в ней нет поцелуев, игра актеров увеличивала интерес и вовлеченность зрителей с каждой серией. Напомню, что отсутствие традиционных романтических сцен, включая поцелуи, было напрямую связано с жестким запретом на изображение гомосексуальных отношениях в китайских медиа. Именно поэтому дорама была снята в жанре романс, как история очень близкой дружбы, но за которой все же многие зрители видели нечто большее. И, возможно, это уникальный обходной путь, чтобы намекнуть на глубокую связь между мужскими персонажами без прямого нарушения цензурных норм. Переходим к Улею. До определенного момента он был настоящим чемпионом по избеганию поцелуев на экране. Будучи ребенком-актером, он долгое время придерживался амплуа юного и наивного айдола, что отражалось и на его ролях. В его ранних дорамах зрителей разочаровало то, что они часто видели отрывочные кадры, имитацию поцелуев или напряжения, которое так и не получало физического завершения. И по информации некоторых источников, в данном случае дело не только в цензуре Китая. В прошлом, особенно для молодых айдолов, агентства якобы могли намеренно избегать романтических сцен, чтобы сохранить чистый имидж своих подопечных и не оттолкнуть часть фанатов, особенно юных поклонниц. И это была четкая стратегия. Хотя в других источниках указано, что запрет на поцелуи в дорамах был прописан в контрактах мамой актером.
которая хотела оградить сына от проблем. Но все же, когда вышла дорама «Любовь подобна звездам» с Джао Лусы, все изменилось. Первый поцелуй в дораме вызвал настоящий фурор в интернете. Если ранее зрители писали: «Понимаю, что молод, но хочется хоть какой-то романтики», после «Любовь подобна звездам» зрители чаще стали писать: «Наконец-то! Этот поцелуй был таким долгожданным и эмоциональным». Момент был нежным, страстным и, главное, настоящим. И мгновенно стал трендом. Поклонники заполонили социальные сети такими реакциями, как «наконец-то» и «заклятие снято». Многие полагают, что этот момент ознаменовал переход Лео к более зрелым ролям. Другие подозревают, что это был вовсе не его личный выбор, а просчитанный карьерный ход его агентства, решившего, что актер вырос из амплуа мальчика. В любом случае, это сработало на имидж Улея и его популярность. Но еще больше восторг, конечно же, вызвала дорама «Во время снежной бури», где зрители чаще писали, что он заставил экран плавиться, причем не раз. А теперь поговорим о звездах, которые стали символом сдержанности якобы из-за жен. Загадочный Уоллес Хо. Он всегда отличался сдержанностью в интервью, и к сценам с поцелуями у него особый подход. Только если есть настоящая химия с партнершей. В дораме «Полюби меня, если осмелишься» его химия с Сандрой Ма была очевидна, и интимные моменты выглядели очень естественно. Но в других проектах зрители отмечали заметное отсутствие страсти, даже когда этого требовал сюжет. Но в одном из интервью актер признался: если это выглядит фальшиво, это сразу бросается в глаза и разрушает момент. Он предпочитает лучше не делать вообще, чем делать плохо. И это уже не столько цензура, сколько вопрос художественной целостности актера. И хотя в обсуждениях актера часто критикуют за чрезмерный реализм и зрители хотят от него большей романтики, другим же все же нравится его честность и стремление к реалистичности. Лучше мало, но качественно. Следующий талантливый актер, покоривший сердца во многих романтических дорамах, Жень Цзялунь. И в обсуждениях он известен своей фишкой – избеганием поцелуев на экране. Главная причина, как шепчутся в индустрии и на форумах, его уважение к жене, на которой он женился еще до того, как стал суперзвездой. Он публично заявлял о своей женитьбе, а позже показывал сына, демонстрируя верность и приверженность семейным ценностям. И в Китае такая позиция очень ценится. Хотя некоторые пишут, что поддержание имиджа верного семьянина – это не просто личный выбор, это может быть негласным требованием продюсеров и агентства. Но почему? Потому что китайская индустрия развлечений очень чутко реагирует на общественное настроение и правильные моральные ориентиры. Скандал, связанный с неподобающим поведением, может поставить крест на карьере актера. Все же его игра иногда попадает под критику, зрителям иногда не хватает искры. Вроде бы и химия есть, но отсутствие поцелуев делает романтику какой-то неполной. Хотя все же больше я сталкивалась с положительными комментариями. Мне нравится, как Жень показывает любовь другими способами. Взглядами, жестами. Это даже романтичнее. И эта ситуация вокруг актера создает уникальный парадокс. Актер, чья карьера построена на романтических ролях, вынужден парадоксальным образом избегать их кульминации. И несмотря на это, у каждой знаменитости есть преданные поклонники, которые предлагают поддержку и уважение. В обсуждениях часто подчеркивается, как фанаты ценят честность актера и преданность, видя в этом проявление глубины характера. Однако другие зрители, особенно международные, чувствуют себя немножко обманутыми. Для них ожидание романтической развязки – неотъемлемая часть удовольствия, которое они получают от дорамы. Следующий в нашем списке – Джоу Цзюньвэй. Он тоже женат и женился очень рано, в 22 года, и, как говорят, трепетно относится к чувствам своей супруги. Но самое интересное в его истории, по сообщениям некоторых изданий, актер признавался, что снимался в сценах с поцелуями, но многие из них так и не попали в финальный монтаж. По словам самого актера, дело не в личном отказе, а в уважении границ, как своих, так и его жены. Его студия подтверждает, что он тщательно выбирает, насколько далеко готов зайти в каждой роли. А в обсуждениях зрители часто пишут, что им обидно, когда чувствуется, что сцены вырезали. Хочется видеть развитие отношений героев. Хотя другие все же с пониманием относятся к выбору актера и пишут, что им нравится уважительное отношение Джоу к своей семье, так как это показывает его зрелость. А еще, по сообщениям некоторых источников, Джоу Цзюньвэй всегда носил обручальное кольцо на съемочной площадке.
ясно давая понять, что его личная жизнь – это не то, что он прячет ради ролей. Теперь давайте посмотрим на актрис, которые тоже не всегда радуют обилием поцелуев на экране. Здесь мотивация может быть еще более сложной, сочетая цензуру, личные предпочтения и даже слухи о контрактных ограничениях. И начнем с Лю Хао Цюнь. В дораме «Страстно влюбленные» 2024 года фанаты заметили, что не было ни одной сцены поцелуя. Каждый раз, когда ее героиня должна была поцеловать партнера, сцена внезапно обрывалась или затемнялась. Это вызвало недоумение, особенно учитывая характер ее героини в оригинальном романе. Зрители возмутились, обвинив ее в разрушении эмоциональной кульминации всей истории. Появились слухи о пункте в контракте, запрещающем романтику. Хотя ее агентство это опровергло, но фанаты быстро нашли доказательства обратного. Многие посчитали, что актриса сознательно поддерживает чистый семейный имидж, чтобы нравиться более широкой аудитории, избегая любой вульгарности. Хотя такая стратегия также может быть и способом обойти более строгие требования цензуры и избежать негативной реакции консервативной части общества. Следующая звездочка стала популярной после дорамы «Сад падающих звезд» Шэнь Юэ. Но не только зрители, а также фанаты стали обращать внимание, что все ее поцелуи выглядят натянуто и неестественно. И пишут, что актриса якобы стесняется таких сцен, а режиссеры якобы просто подстраиваются, используя мягкие ракурсы и монтаж, чтобы избежать дискомфорта актрисы. И если некоторые пишут, зачем идти в романтику, если не можешь даже целоваться, то другие все же относятся с пониманием, говоря, что она такой же живой человек со своими чувствами и мыслями. А главное, все же сюжет дорамы и игра актрисы, а не поцелуи. Еще одна звезда, которая в обсуждениях известна своей избирательностью в романтических сценах, это Дилираба. В одном из интервью она говорила, что соглашается на поцелуи только тогда, когда это действительно важно для сюжета, и только с теми партнерами, которым она полностью доверяет. В результате некоторые ее дорамы заканчиваются всего лишь объятиями, что часто вызывает шутки и откровенное разочарование у фанатов, которые провели 40 серий в ожидании чего-то большего. Но не будем забывать, что строгие требования к демонстрации физической близости как раз таки могут вынуждать актрис быть более осторожными в своем выборе ролей и сцен, чтобы избежать проблем с цензурой или негативной реакции более консервативной части аудитории. Поэтому это может быть и личным выбором Дилирабы, и давлением индустрии. Следующей актрисе приписывают невероятную экранную харизму Чен Дулин. Но в дораме «До конца Луны» романтические кульминации зрителям показались недосказанными. Сцены с поцелуями, по словам зрителей, либо минимальны, либо очень стилизованы. Часто это быстрый чмок, крупный план рук, держащихся за лицо партнера, или акцент на эмоциях, а не на самом действии. Некоторые зрители все же назвали такие безопасные поцелуи компромиссом. Ведь создателям тоже нелегко. Они пытаются показать романтическую связь, но при этом соответствовать цензурным требованиям, избегая слишком откровенных сцен. И это уже новое искусство, где главное не показать, а намекнуть, заставить зрителя додумать. Хотя иногда это, конечно же, оставляет чувство незавершенности. Следующей актрисе тоже приписывают излишнюю сдержанность в плане проявления экранной романтики – Чжао Ли Ин. Международные зрители отмечают, что в некоторых ее дорамах количество и интенсивность поцелуев оставляет желать лучшего, заставляя фанатов гадать о причинах такой скромности. Однако все же многие с пониманием относятся к общим цензурным нормам, направленным на ограничение откровенных сцен, которые, несомненно, влияют на решение актрисы играть именно так. Переходим к следующей актрисе, бывшей айдолше Дю Дин И. Несмотря на свою внешнюю утонченность, зрители отмечают, что она почти никогда не целуется в кадре. Вместо этого часто используют прикосновение губ к лбу или игру с углом камеры. Поклонники уверены, актриса придерживается строгой имидж-стратегии с времен группы, в которой она выступала. Ведь в мире айдолов чистый образ, не испорченный слишком откровенными сценами, крайне важен для удержания огромной фан-базы. И еще одна из самых любимых звезд в романтическом жанре – Ян Ци. Но внимательные зрители замечают, что ее поцелуи почти всегда отредактированы или подменены, будто она сама предпочитает избегать физической интимности.
Хотя другие отмечают, что иногда дело даже не в личных принципах, а в уважении к партнеру. По сообщениям некоторых источников, актриса якобы отказывается от поцелуев, если знает, что партнер чувствует себя неуютно или если сюжет не требует этого напрямую. И завершает наш список Цзинь Тянь. По словам зрителей, она, кажется, нашла золотую середину. В исторических дорамах актриса часто демонстрирует сдержанность, уважая традиционные взгляды. Но в современных проектах она гораздо более открыта в выражении чувств на экране. Такой гибкостью и пониманием культурных особенностей актриса заслужила уважение многих международных зрителей. И это как раз таки демонстрирует, как разные жанры дорам могут подвергаться разным уровням цензуры. Исторические дорамы часто транслируются на более широкую консервативную аудиторию, в то время как современные ромкомы могут позволить себе немного больше свободы. И все же все ограничения или личные предпочтения актеров не убили романтику в китайских дорамах. Напротив, они привели к уникальному феномену партисипативному просмотру. Когда явные проявления отсутствуют, зрители становятся искусными в поиске и усилении тонких намеков, невысказанных эмоций и подразумеваемой интимности. Фанаты дорам активно интерпретируют тонкие жесты, долгие взгляды, защитные действия и нюансированные эмоциональные выражения, как передающие глубокую романтическую привязанность. И, конечно же, обсуждают это на форумах. Существует даже фанатская теория, что в определенных эмоционально заряженных моментах режиссеры якобы инструктировали актеров кусать свои губы, чтобы подразумевать поцелуй или создавать его иллюзию на экране. Причин для сухих поцелуев в китайских дорамах множество. И это не просто отсутствие страсти, это целый комплекс факторов. От строгих законов цензуры и культурных особенностей до личных убеждений актеров, их контрактных обязательств и стремления поддерживать определенный имидж. Иногда это вызывает разочарование у зрителей, особенно международных, жаждущих более ярких проявлений чувств, а иногда, напротив, воспринимается с пониманием и даже одобрением, ведь настоящие чувства могут быть переданы и без прямого физического контакта. Возможно, именно это и делает китайские дорамы такими эмоционально глубокими, ведь настоящие чувства часто прячутся в глазах, тишине и медленном нарастании. А что думаете вы? Считаете ли, что отсутствие поцелуев вредит романтическим дорамам? Делитесь своим впечатлением, а также делитесь своими находками, какие китайские актеры тоже избегают поцелуя в дорамах. На этом все. Благодарю за просмотр. Всем добра, всем пока.